Okay. I will introduce you first. Доброго времени суток, дорогие паломники и зрители нашего онлайн-тура по святым местам. Everybody, good day. So everybody who watch us. So Hare Krishna. Сегодня пятый день нашего погружения, когда мы побывали в Бадринатхе, где сам Господь Вишну совершает аскезы по сей день. So today, fifth day of our pilgrimage, and today we were in Badrinath, where Lord Vishnu still doing austerities. Мы продолжаем наши беседы о Шриле Прабхупаде с его учениками, и мы рады приветствовать нашего гостя, его милость Шрила Прабхавишну, ученик Шрилы Прабхупады, который получил духовное посвящение в 1971 году. So today we go on with the discussion and talking about Srila Prabhupada, and today we welcome His Grace Srila Prabhupade Maharaj, who is the disciple of Srila Prabhupada since 1971. Это удивительный преданный, который очень многое сделал для миссии Шрилы Прабхупады во всем мире. Who has done a lot for mission of Srila Prabhupada in whole world. И в особенности в России. And especially in Russia. Значимые проекты, которые реализованы благодаря служению Его милости, это храмовый комплекс в Бангладеше и в Непале. So many projects he has done for the mission, including great projects like in temples in Bangladesh, in Nepal. И с конца 80-х годов Его милость помогает проповеди миссии Господа Чайтаньи в России, и в этом наша большая удача. And since late 80s, he's been helping preaching in Russia, and this is our great fortune. Знает множество языков и прекрасно говорит на русском языке. Очень глубоко изучил священные писания. He can speak many languages, including Russian, and he knows very deeply spiritual Vedic scriptures. Обладает множеством удивительных качеств, и одним качеством, которое объединяет все, это любовь к Шриле Прабхупаде и большое сострадание к невинным душам, которые заблудились в этом мире. So he possesses many wonderful qualities, and one of that qualities, which is most brilliant, is love for Srila Prabhupada and great compassion for the living entities. Это не первая наша встреча в беседах о Шриле Прабхупаде. Я помню, какую глубокую связь со Шрилой Прабхупадой мы ощутили на прошлой нашей встрече и, конечно же, в предвкушении новой. So last our meeting with His Grace Srila Prabhupade Maharaj, we had already been discussing about Srila Prabhupada. So now we'll go on, and we're anticipating some new stories and new realizations. Ваша милость, мы рады приветствовать вас сегодня в нашем паломничестве по святым местам и очень рады этой встрече. Передаю вам слово. So, Your Divine Grace, we welcome you, and please, we are ready to listen to you. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you very much for your kind invitation and your kind words of welcome. Спасибо большое за ваше приглашение и такие добрые, теплые слова приветствия. It's always a great pleasure and a great honor to be invited to speak to the devotees, and in particular to speak about Srila Prabhupada.
Это всегда большая честь и радость быть приглашенным преданными и общаться на духовные темы, особенно о Шриле Прабхупаде. As you mentioned, I was initiated in by Srila Prabhupada in 1971. Как вы уже упомянули, я был инициирован Шрилой Прабхупадой в 1971 году. I joined in London, but then I was initiated in Paris. Я присоединился в Лондоне, но потом получил инициацию в Париже. But then in early 1972, I went back to London, and I served there in that yatra for several years, up until 1975. В начале 1972 года я опять вернулся в Лондон и служил в той ятре до 1975 года. Well, first of all, I spent almost a year on traveling Sankirtan, distributing Prabhupada's books. Где-то 1 год в путешествующей группе Санкиртаны, распространяя книги Шрилы Прабхупады. And Srila Prabhupada very much liked that traveling Sankirtan program. Шриле Прабхупаде очень нравилась эта программа путешествующей Санкиртаны, распространения книг. After that, I was sent to Ireland to open a temple. Spent about 3 months there, and then came back to London, where I was asked to be the temple president around June 1973. Затем я отправился в Ирландию открыть там храм, и после 3 месяцев вернулся опять в Лондон, где меня попросили стать президентом в июне 1973 года. That was a president of the Bury Place temple in the center of the city. Я был тогда назначен президентом храма на Bury Place в центре города. And in September 74, I was asked also to be president of the manor, Bhaktivedanta Manor. А в сентябре 1974 года меня попросили также стать президентом в храме на Бхактивиданта Мэноре. And to be, basically what is we know now as a regional secretary for UK and Ireland. И также попросили меня быть, как мы сегодня знаем, такой пост, как региональный секретарь по Англии и Ирландии. So during that time that I was in those managerial positions, Srila Prabhupada several times requested that we send devotees from England to India. И когда находился, делал то служение, административное служение, Шрила Прабхупада несколько раз приглашал преданных приехать из Англии в Индию. Actually, Prabhupada began the preaching in India in 1970. He brought disciples mostly from USA to India in the beginning of 1970, not maybe middle of 1970. Шрила Прабхупада начал проповедь уже в середине 70-х годов в Индии, куда он привез учеников в основном из Америки, США. 1970, right? Да, в середине 70-го года. No, in 1970. Да, в 1970 году. Yes, thank you. Then I joined in London in 1971. Prabhupada was there, and many devotees also
from America were there on their way to India and to Africa. И тогда я присоединился в 1971 году в Лондоне, и в это время Шрила Прабхупада был там, и также многие преданные были проездом там же из Америки по пути в Индию и в Африку. So it was in those years, 1971, 1972, that end of 71, beginning of 72, Prabhupada acquired land in Mayapur, Vrindavan and Bombay. И в конце 71-го, начале 72-го Шрила Прабхупада приобрел как раз в то время землю в Майяпуре, во Вриндаване и в Бомбее. So the land in Vrindavan was donated by a Hindu family. Земля во Вриндаване была пожертвована индийской семьей. The land in Mayapur was purchased, Prabhupada purchased it in the name of ISKCON. Земля в Майяпуре была приобретена, куплена на имя ISKCON. ISKCON was registered as a society by Srila Prabhupada in Bombay. I think that was, I'm not sure, late 1970 or early 1971. Общество ISKCON было зарегистрировано Шрилой Прабхупадой в Бомбее где-то в конце 71 или 70, начало 72 года. No, end of 70 or beginning of 71. В конце 70-го или в начале 71-го. So that's how when he purchased the land in Mayapur, he was able to purchase in ISKCON's name. Когда он приобрел землю в Майяпуре, он смог сделать это как раз зарегистрировать на ISKCON. And similarly, when the land was donated in Vrindavan, it was registered in ISKCON's name. И также земля, которая была пожертвована во Вриндаване, также была зарегистрирована на ISKCON. And in Bombay, Prabhupada entered agreement to buy the land in Juhu by putting an advance deposit. И в Бомбее Шрила Прабхупада также договорился приобрести землю в районе Джуху, дав залог денег, начальный залог. And after 1 year, the balance money had to be paid, and then it would be registered into the name of ISKCON. И договоренность была такова, что через год он заплатит оставшиеся деньги, и тогда земля будет зарегистрирована на ISKCON. But in the case of Bombay, there were many complications because the owner, he tried to cheat ISKCON, he tried to cheat Prabhupada. Но в этом случае в Бомбее произошли разные затруднения, потому что владелец той земли попытался обмануть Шрилу Прабхупаду. So those difficulties continued for several years. И трудности с этим продолжались несколько лет. The owner, Mr. Nair, he refused to accept the balance money. Хозяин этой земли, мистер Найер, он отказался принять оставшиеся деньги. And refused to transfer the land to ISKCON's name. И отказался передать землю на имя ISKCON. And he claimed that he did not give ISKCON permission to start a temple there. И он заявил, что он не давал разрешения никому там начинать строительство храма. Or even to bring deities there. И даже не давал разрешения якобы туда принести божеств. That's
one of the first things that Prabhupada did, as soon as he paid the deposit advance on the land, then he brought the deities of Radha Rasa Bihari there. Это как раз то, что и сделал Шрила Прабхупада, когда заплатил первые деньги за эту землю. Он сразу же туда привез божества Радха Раса Бихари. And they were, staying in a very simple building, bamboo building. И установил их очень в простом такой хижине, сделанной из бамбука на территории. And the devotees also were living there in very austere conditions. И преданные тоже жили там в очень аскетичных условиях. And Srila Prabhupada prayed to the deities that my dear Radha Rasa Bihari, please excuse me that I've brought you here, but in these simple condition, but I promise I'll build a beautiful marble temple for you. So please just wait here and I will build a beautiful temple. И Шрила Прабхупада молился, он говорил: мои дорогие Радха Раса Бихари, простите, что я вас поместил в такие неудобные аскетичную ситуацию сейчас, но я обещаю, что скоро я построю для вас храм из мрамора, и вы будете жить очень роскошно. So Prabhupada brought the deities there because generally in India, once the deities are installed, nobody can move them. Прабхупада туда поместил божества, пригласил божества, потому что по традиции, как только божества установлены, их уже никто не имеет права оттуда уже забирать. But this Mr. Nair, actually, he had previously taken advance money from another party for the land, and he found some excuse and he refused to accept a balance, but he kept the advance money, he didn't give back, so he was a cheater. И хозяин этой земли, мистер Найр, он был аферистом, обманщиком, и он уже деньги забрал у других людей на эту землю, и также забрал часть денег у Шрилы Прабхупады, и теперь уже отказывался их возвращать. But Prabhupada, he was very determined. Но Прабхупада был настроен очень решительно. And he came to Bombay and he had a meeting with Mr. Nair. Он прилетел в Бомбей и повстречался с мистером Найером. And there was a lot of shouting. И во время этой встречи они очень громко кричали. And after the meeting, Prabhupada said he's a demon. И после этой встречи Шрила Прабхупада сказал: этот мистер Найер — демон. And within 2 weeks, Mr. Nair had a heart attack and he died. И в течение 2 недель у этого мистера Найера случился сердечный приступ, и он умер. And Prabhupada said even a devotee is happy when a snake dies. И Прабхупада сказал, что даже преданные радуются, когда умирает змея. So then Mr. Nair's wife, she continued fighting with this Но затем god. жена этого мистера Найера, жена его продолжила сражение с Исконом. By that time, kids were moved to a small building near the front of the land. Little bit better, but also a very simple brick cottage. И в то время уже божества переехали также
в другое место уже получше, но все же также простое помещение из кирпича. And in the front there was a kirtan hall. There were some steel poles and roof, but no walls, just some bamboo curtains. И тут же был зал для киртана, тоже простой, просто с крышей и без стен, просто стояли там столбы из бамбука. So this lady, Mrs. Nair, she made complaint that kirtan is a nuisance. И эта жена мистера Найра, миссис Найр, она стала жаловаться и говорит, что этот киртан-холл, зал для киртана, это что-то ненужное. No, she said kirtan itself is a nuisance. Она сказала, что киртан это чепуха, это ерунда. And she complained to the police, to the municipality. И она пожаловалась в полицию, пожаловалась в администрацию города. And the municipality gave order to dismantle the temple. И администрация сделала распоряжение разобрать все постройки. Это храм. This is a local municipality in Juhu area. Это указание было сделано местной администрацией этого района Джуху. So the municipality sent the workers to break the temple and also police to arrest anybody who tried to stop them. Итак, администрация послали рабочих, чтобы они разобрали храм, и также полицию на тот случай, если кто-то будет препятствовать этому. So they began to dismantle a temple, and some devotees tried to stop them. The police arrested them. И так рабочие пришли, стали разбирать храм, и, конечно же, преданные вмешались, и полиция арестовала некоторых преданных. They took off the roof of the kirtan hall. Рабочие разобрали крышу этого зала для киртана. Then they wanted to enter the deity room. И затем уже захотели идти дальше в комнату божеств. And there was one Mataji, Maitili. She had very big form, big body, and she was fighting with them. Но там им, чтобы защитить божества, в битву вступилась одна Матаджи, крупная Матаджи из Америки, чтобы и стала защищать божества. And she was dragged by the police across the floor of the kirtan hall. И полицейские схватили ее и тащили по полу этого киртан-холла. What was her name, Гурмач? Maitili. Да, Матаджи звали Майтили из Америки. But one devotee, he called one political leader, and the political leader called the chief of police, and the chief of police gave the order, stop this breaking the temple. И в это время один из преданных догадался позвонить одному знакомому политическому лидеру, который симпатизировал обществу Искон, и тот, в свою очередь, позвонил главному полицейскому по городу, который, в свою очередь, приказал остановить демонтаж храма.
So then Mrs. Nair, she made a petition to the court that to continue to destroy the temple. She applied to the court. И миссис Найер, она все же дальше стала сражаться и жалобу отправила в суд, чтобы суд все-таки разрешил, приказал дальше разобрать все-таки храм. So she gave application on the Friday. И она подала это заявление в суд в пятницу. So the judge said, we will hear the case on Monday. И судья сказал, что мы будем слушать это дело в понедельник. So on a Friday evening, our life members said, we must reconstruct the temple immediately during the weekend. И вечером в пятницу собрались в поддержку ИСККОН люди, пожизненные члены общества ИСККОН, и сказали, что за субботу-воскресенье нам надо восстановить храм. So they all worked very hard, the members, the devotees, and by Monday morning the temple was completely reconstructed. И так они субботу-воскресенье трудились очень усиленно, так что к утру понедельника храм был уже восстановлен. And when the case came to the judge, he said, whatever is already constructed cannot be dismantled. И когда дело стали слушать в понедельник, то судья дал распоряжение. Он сказал, что то, что уже построено, разбирать уже нельзя. Пусть остается. So in this way, ISKCON was victorious. Таким образом, в этой битве ИСККОН одержал победу. And Prabhupada came to Bombay and had a meeting with Mrs. Nair. И Шрила Прабхупада прилетел в Бомбей, и у него состоялась встреча с миссис Найер. And she was crying, and Prabhupada said, "You're just like my daughter." И миссис Найер, она расплакалась, и Шрила Прабхупада стал ее успокаивать и сказал, ну, на самом деле вы мне как дочь. So then she signed the documents, and Prabhupada paid the balance money. И затем она подписала нужные документы, и Шрила Прабхупад отдал оставшиеся деньги за землю. And afterwards, Prabhupada said it was a good fight. И в конце всего этого Шрила Прабхупада сказал, ну что ж, мы сделали, это была хорошая битва. So in this way, the matter was solved. But then it took a long time to get permission to build the temple. But finally, by 1975, ISKCON got the permission. И затем все же долгое время не могли получить разрешение на строительство храма, но в 1975 году все-таки это разрешение было получено. Anyway, in the meantime, while all this was going on, the Vrindavan temple was being constructed. И пока все это происходило, в это время шло строительство храма во Вриндаване. And the devotee in charge was called Surabhi Prabhu. И тот, кто отвечал за строительство этого храма преданного, звали Сурабхи Прабху. Actually, he joined in Bombay, maybe early 1972.
На самом деле он присоединился к движению в Бомбее где-то в 1972 году. And when he came to the temple, and he told the devotee he had some experience in architecture. So Prabhupada, when he heard that, he immediately gave him paper, pen. He said, "Your service to design the temple for Vrindavan." И когда он присоединился, стало известно, что у него был опыт в архитектуре. И Шрила Прабхупада сразу же, когда это узнал, дал ему бумагу, дал ему карандаш и сказал: теперь твое дело сделать дизайн храма. So he is the one who designed Krishna Balaram Mandir. Prabhupada asked him to design, in the style of Jaipur temples. Так что вот как раз Сурабхи Прабху и сделал дизайн, архитектурный дизайн храма. Шрила Прабхупада сказал ему сделать его в стиле Джайпура. So he was also in charge of overseeing the construction. Также он отвечал за ход строительства. So it took quite a few years. Devotees were collecting money, especially Guru Kripa Swami. He had a group of devotees in Japan, and they were collecting the money for construction. Так что это заняло также какое-то время, несколько лет, чтобы собрать деньги на полностью постройку этого храма. Тогда Гуру Крипасвами помогал в этом. У него была группа в Японии, с которой они и собирали деньги. Bhanu Swami was one of the members of that group. Бхану Свами был одним из членов как раз этой группы. Was pujari for their deities. Он был пуджари в этой группе для божеств. And they sent money to Vrindavan and also to Mayapur. И они посылали деньги во Вриндаван и также в Майяпур. So they built the first building there in Mayapur, that is the Lotus building. И прежде всего в Майяпуре они построили здание, которое называется зданием Лотос. There Jayapataka Maharaj, Bhavananda Maharaj were in charge of the construction and the project. И ответственные, главные за этот проект и за строительство были Джайапатака Махарадж и Бхавананда Махарадж. So that building in Mayapur was almost ready in Gaur Purnima 1974. Это здание уже было почти готово на Гаура Пурниму 1974 года. So Prabhupada invited all the leaders from all over the world, all the GBCs, all the temple presidents to come to Mayapur for Gaur Purnima. И Шрила Прабхупада пригласил на эту Гауру Пурниму приехать всех ответственных лидеров, членов GBC, президентов храмов. So, and we had, I was as the president of London Temple, had the good fortune to go to India. I went along with Pusta Krishna Swami. Я тогда, как президент как раз храма в Лондоне, у меня была такая удача, что я смог приехать как раз в это время в Майяпур и вместе с Пушта Кришна Свами. So first we went to Delhi, then Calcutta, and then to Mayapur. Мы вначале прилетели в Дели, затем в Калькутту и потом в Майяпур.
The Lotus building was not complete. Prabhupada's quarters were complete, but the other floors, there were no doors, no windows, no marble tiles, just a rough concrete floor. И это здание Лотоса не было закончено. Апартаменты Шрилы Прабхупады единственно были закончены, были сделаны, но на этажах, в комнатах не было ни дверей, еще ни окон, и не было на полу никакого мрамора, было просто все цемент. And many mosquitoes. И добавок ко всему много комаров. And but in the ground floor, in the first floor, ground floor, there was a nice temple room and the beautiful deities of Radha Madhava and Lord Chaitanya. Но на первом этаже была очень хорошая храмовая комната божества Радха Мадхавы и Господа Чайтаньи. So the kitchen was just in front of the Lotus building, where the lawn is now, the grass lawn. Just some big holes in the ground. They would put wood and cook with the big woks in the open air. А кухня была как раз напротив этого храмового, алтарного зала, где сейчас поляна, и там были выкопаны ямы, в которых разодился огонь и где готовился просад. So the living conditions were very austere. Так что условия для жилья были довольно-таки аскетичные. Many devotees also got sick. И многие преданные также заболели. But I was fortunate, I didn't get sick. Maybe a little bit, but not much. Но, к счастью, я не болел, может быть, совсем чуть-чуть. But the kirtans were wonderful, very ecstatic. Киртаны были очень экстатичными, очень замечательными в то время. There were some very famous kirtan leaders like Madhudvisa Swami. Prabhupada called him the emperor of kirtan. Там проводили киртаны такие удивительные, преданные киртани, как Мадхудвиша Свами, которого Шрила Прабхупад называл императором киртанов. And another devotee, black body, called Dinanath Prabhu, wonderful kirtan. И также другой удивительный киртания в черном теле, Динанат Прабhu. And the temple room was quite long, so devotees would be, Prabhupada's Vyasasan was at one end, Radha Madhava at the other end, devotees would be running up and down, chanting wonderful kirtan. Так что это храмовый зал, это алтарная была довольно большой, и в одном конце этого зала была Вьясасана Шрилы Прабхупады, в другом была Радха Мадхава, божества, так что преданные бегали во время киртана из одного конца в другой. And also, at the time of greeting the deities, also, after greeting the deities, Prabhupada would circumambulate inside the temple room, around the edge of the temple room, and he would ring the bell very loudly. 3 times he would go around. И тогда также Шрила Прабхупада во время приветствия божеств такая была
традиция образовалась, когда Шрила Прабхупад обходил божества 3 раза в этой храмовой комнате, в храмовом зале, алтарной, и в это время громко стучал в колокола. And every morning Prabhupada gave a Bhagavatam lecture, so many wonderful lectures. И в то время каждое утро Шрила Прабхупад там давал удивительные лекции по Шримад Бхагаватам. And also in the evening there would be dramas by the Vaikuntha players. They were very good actors. Prabhupada liked very much, and he had them come to Mayapur to do dramas about Krishna and Lord Chaitanya. А вечерами там проходили спектакли, которые делала группа, которая специально приехала для этого, Майпур Vaikuntha Players. Они делали очень хорошие спектакли, которые очень нравились Шриле Прабхупаде. And during the daytime, we went on Prikrama to different holy places like Yogapeeth or Srivasangam. А в дневное время мы посещали, ходили, делали паломничество на Йога-Питху или Шива Сангам. We also had the first International Temple Presidents Meeting. И также тогда состоялся первое заседание всех президентов храма. So after Gaur Purnima, all of us went to Vrindavan. А после Гаура Пурнимы в Майяпуре все мы отправились во Вриндаван. And there the festival continued. И там фестиваль продолжился. The temple construction was not finished. Строительство храма было не закончено. We stayed at a place called Fogal Ashram, which is a few hundred meters from the Krishna Balaram Mandir. И мы все остановились в Фогал Ашраме, который находился в несколько сотнях метров от Кришна Баларам храма. And the programs were held at the Fogal Ashram. И также все программы проходили там в Фогал Ашраме. So Prabhupada would come there and give the lectures. Прабхупада туда приходил, давал лекции. Prabhupada himself stayed in his house at Krishna Balaram Mandir. И Шрила Прабхупада сам жил в доме, который был уже построен для него рядом с храмом Кришна Баларам. It was constructed, but again it was not finished. There were no marble on the floor. It was just cement. It was quite austere, but Prabhupada liked to stay there in his own quarters. Но также эти его еще помещения для Шрилы Прабхупады не были закончены, также не было на полу храма, но не было на полу мрамора, а был лишь цемент, но Шриле Прабхупаде все равно там нравилось жить, оставаться там. Once I had opportunity to go into Prabhupada's house at that time. Мне тогда предоставилась возможность прийти в то время к Шриле Прабхупаде, где он там жил. And just that time he was speaking to Madhudvisha Swami. Когда пришел, в то время он разговаривал с Мадхудвишей Свами. He was a GBC of Australia in that time. Который был GBC по Австралии в то время. And Australia in that time was very successful, a lot of book distribution, and they were, I think, #1 in the world at that time. И в
в то время Австралия развивалась очень хорошо, там было очень хорошее распространение книг, и, наверное, все это она была первая Австралия по развитию искон в то время. So Prabhupada said to Madhavisa, he said, "You are a perfect leader." Тогда Шрила Прабхупада сказал Мадхудиши с вами, ты совершенный лидер. And Madhavisa said, "I'm just trying to follow you, Srila Prabhupada." А Мадхудиши с вами отвечал, я просто пытаюсь следовать за вами, Шрила Прабхупада. And Prabhupada said, yes, he said, unless you follow nicely, you cannot be leader. И Прабхупада сказал, да, если не можешь следовать должным образом, тогда и не можешь быть хорошим лидером. So this is, of course, the principle of our parampara. We have to follow the instructions of our Gurudev and the previous acharyas very attentively and carefully. Таков принцип парампары. Мы должны следовать наставлениям своего Гурудева, парампары, очень внимательно и правильно. So then, after that festival, well, at the time, the temple construction, there were just some pillars in the ground around where the temple was to be. В то время во время строительства храма, в то время были всего лишь колонны установлены по периметру. So Prabhupada, he was pressing the devotees to finish the construction, to do it quickly. Шрила Прабхупада, он подгонял преданных, говоря, что надо закончить строительство, уже не затягивать. But, it was difficult in India. Sometimes there was a shortage of cement or shortage of steel. Но в Индии было трудно тогда делать это быстро, потому что иногда в Индии было трудно достать и цемент, либо металл для строительства. So Prabhupada actually wanted to open the temple on Janmashtami of 1974. Шрила Прабхупада хотел на самом деле делать открытие храма на Джанмаштами 1974 года. And he actually told devotees to send invitations to some important persons. И также сказал преданным разослать приглашения важным людям на открытие этого храма. But when Prabhupada came to Vrindavan, he saw this temple is not going to be finished. He was very angry. И когда Шрила Прабхупада приехал во Вриндаван и увидел, что открытие храма затягивается, то он очень рассердился. But anyway, Surabhi and the other devotees, they continued struggling their best. And finally, the temple was opened on Ram Navami of 1975. И все же преданные старались изо всех сил завершить строительство как можно быстрее. Сурабхи Прабху и другие преданные. И это получилось сделать на Рам Навами 1975 года. And that was good because many devotees came for the Mayapur festival and then they stayed in Vrindavan up till Ram Navami. So there was a lot of devotees from all over the world. И на самом деле это было удачное время, потому что много преданных приехало на фестиваль в Майяпур, и затем они приехали во Вриндаван, так что было очень много преданных в это время на Рамнавами. I forgot to say, when we were in Vrindavan in 1974, just that time was when the government tried to break the temple in Bombay.
Я еще забыл сказать, что тогда, когда я приехал во Вриндаван в том 1974 году, это как раз было время, когда хотели разобрать храм в Бомбее. So Prabhupada actually, he told many of the devotees who came for the festival, he sent them from Vrindavan to Bombay to stay in Bombay for some time to do Sankirtan, because, you know, that lady, Mrs. Nair, she complained that Sankirtan is a nuisance. So Prabhupada, his response was to send many devotees and have lots of kirtan in the streets of Bombay. И в то время Шрила Прабхупада сказал преданным отправляться во Вриндаван, и чтобы отправляться из Вриндавана в Бомбей, чтобы много преданных там приняли участие в уличной санкиртане и вообще в воспевании киртана. Это был ответ Шрилы Прабхупады на заявление миссис Найр, что киртан — это ерунда. And this also had a very good effect, and it helped us to get permission to build a temple in Bombay. И это возымело свое действие, и поэтому разрешили затем все-таки построить храм в Бомбее. Now, as I mentioned, most of the devotees staying full-time in India at the time were American. И также преданные в большинстве своем, которые все полное время жили в Индии, в основном были американцы из США. So Srila Prabhupada, American devotees, they had to get visas, long visas for India. И американцам надо было получать визу, долгую визу для Индии. But it was difficult because India was very friendly with Soviet Union and not very friendly with America. И это было сделать достаточно трудно, потому что в то время Индия дружила больше с Советским Союзом, но с Америкой отношения были натянуты. So there was suspicion that ISKCON is financed by the CIA, ISKCON devotees are CIA, like that. И у правительства было подозрение, что ИСККОН спонсируется ЦРУ, и также преданные, также некоторые это сотрудники ЦРУ. So it was difficult getting the visas extended. Поэтому было трудно продлевать визу американцам. And Prabhupada, you know, whenever he would meet some government minister, he would ask them, please help to give our devotees a permanent residence in India. He said, I have got permanent residence in America. Why you cannot give them permanent residence so they can build these temples and they can spread the Krishna consciousness? И Шрила Прабхупада, когда встречался с официальными лицами, с чиновниками, он всегда уговаривал их, чтобы они помогли американским преданным сделать постоянное проживание в Индии, чтобы они могли строить храмы и распространять движение, это движение Харе Кришна. Он говорил, я получил постоянное жительство в Америке, почему они не могут это получить, жительство здесь, в Индии? They are doing a wonderful work. Ведь они делают такую замечательную работу, такое служение удивительное. If you find they're doing politics, you can kick them out, Prabhupada said. Но если вы обнаружите так или иначе их, найдете, что они заняты какой-то политической деятельностью, то вы их выгоните из страны тогда.
but still the government never gave devotees permanent residencies. Но все же правительство не пошло на это, так и не дало разрешение на постоянное проживание американским. Therefore, Prabhupada, he began to ask temples in the Commonwealth countries to send devotees. Commonwealth means British Commonwealth. И тогда Шрила Прабхупада стал просить преданных из Великобритании и всех стран, которые находятся в именно в этом подчинении Великобритании, чтобы они приезжали в Индию. British Commonwealth, that means all the countries that were formerly the colonies of Britain. India, Australia, New Zealand, Canada, Malaysia, those countries and few more countries. They didn't need visa for India. И это страны, которые находились в подчинении у Великобритании, тогда колонии. Это были такие страны, как Индия, Австралия, Новая Зеландия, Канада, Малайзия. То есть для них не нужна была виза в Индию. So Prabhupada, he would ask us to send devotees from England to India. Поэтому Шрила Прабхупада попросил нас, чтобы мы присылали преданных из Англии, из этих стран в Индию. When they reached India, no visa needed, just in the airport stamp, and you could stay whole life. Потому что для них не нужна была виза в Индию, просто по прилету им ставили штамп, и они могли оставаться хоть всю жизнь в Индии. So I remember in late 73, we sent a group of devotees, maybe 5 devotees. Я помню, где-то в конце 73-го года мы послали группу преданных в Индии, где-то 5 человек. But Prabhupada asked for more. Но Прабхупада хотел, чтобы больше преданных приехало. So we sent more, I think, 74. И мы тогда собрали больше преданных, прислали где-то 74 человека. No, in 1974. О, пардон. Мы тогда собрали больше, прислали больше преданных. В 1974 году это было. And again, 75, in 75. И также затем также прислали преданных и в 75 году. We also sent Subhag Swami because he was a brahmachari then, but we sent him because he was Indian. He didn't need visa. Мы также прислали в Индию тогда Субхагу Махараджа из Англии, потому что ему также не надо было индийскую визу. And Rajendra Kumar, he was a Malaysian devotee, Sankirtan devotee. Later he became Active Rajendra Nandan Swami. Также мы прислали Раджендра Кумара. Тогда Прабху, он был преданным из Малайзии, и затем он стал Раджендранандан Махараджем. Rajendra Kumar became the temple commander in Vrindavan. Тогда Раджендра Кумар Прабху стал комендантом храма во Вриндаване. And Subhag Maharaj, he was translating Prabhupada's books to Bengali. Субхаг Махарадж переводил книги Шрилы Прабхупады на Бенгали. But Prabhupada then he asked more devotees, and especially he wanted devotees with management experience. И Шрила Прабхупада хотел больше преданных, особенно с опытом административного служения.
So November 1975, my GBC told me to go to India. Итак, в ноябре 1975 года мои GBC сказали мне отправляться в Индию. Because I had some management experience. Потому что у меня был определенный опыт в административном служении. So he told me, just buy a ticket and go immediately. Мне сказали, просто покупай билет и как можно скорее вылетай. I wasn't especially keen or interested to go to India because when I went to the festival in 74, I saw India quite chaotic place. People were very interested in Krishna consciousness. И вообще мне нравилось проповедовать в Англии, потому что люди там достаточно сильно интересовались сознанием Кришны. But anyway, it was the order of my GBC, who Hansaduta Prabhu at the time. Так или иначе, это было указание моего GBC, в то время это был Хансадута Прабху, чтобы ехать в Индию. So I got the ticket and I flew to Bombay. Так я купил билет и прилетел в Бомбей. And after a few hours of arrival at temple, I was called into Šrila Prabhupade's room. И через несколько часов по прибытии в храм в Бомбее меня позвал Шрила Прабхупад. He said, is managing in London. И он сказал мне, что у тебя очень хороший опыт управления в Лондоне. No, stop. He asked me, you have come to India, who is managing the temples in London? Oh, pardon, Guru Maharaj, there's some weak internet actually. Шрила Прабхупада сказал, ты приехал теперь в Индию, а кто вместо тебя теперь там управляет в Лондоне? And I told him the names of the devotees who were presidents in Manor and in Berry Place Temple. Я сказал ему имена преданных, которые были тогда президентами в Бхактивиданта Мэноре и на Берри Плейс. Berry Place was Vichitravirya Prabhu and the Manor was Bhajahari Prabhu. На Берри Плейс был Вичитравирья Прабху, а на Бхактивиданта Мэноре Бхаджахари Прабху. Very nice devotees. Both of them have gone back to Godhead already. Удивительные преданные, и они уже отправились к Господу. Anyway, Prabhupada said, oh, very good. He said, it's good you came to India. Now he said, you manage this temple, Bombay. Прабхупад сказал, о, замечательно, хорошо, что ты приехал в Индию, теперь управляй храмом здесь, на Джуху. It was a shock for me. Для меня это был шок. But anyway, Prabhupada gave order, so I was made the vice president. Ну, так или иначе, Шрила Прабхупада дал указания, и я был поставлен служением вице-президентом. The president was Giriraj Das Brahmachari. А президентом был тогда Гирирадж Дас Брахмачари. Very stalwart devotee, very sincere devotee.
очень стойкие, очень искренне преданные. He came to India with the first group of devotees in 1970. Он приехал в Индию с первой группой преданных в 1970 году. And, you know, many devotees who came to India, it was too difficult for them. They went back to their own countries. Но те, кто приехали тогда первый раз в Индию, они почувствовали себя в Индии, почувствовали трудность и вернулись в свои страны. But Giriraj, he was a very loyal servant of Srila Prabhupada. Но Гирирадж Прабху, он был очень смиренным и преданным учеником Шрилы Прабхупады. And actually he was from a very rich family. На самом деле он происходил из очень богатой семьи. And his father offered him $1 million to leave ISKCON. И отец предложил ему $1 миллион, чтобы он оставил ISKCON и вернулся домой. But he refused. Но он отказался от этого предложения. And he remained in India, you know, in very austere condition in Bombay, just to carry out order of Srila Prabhupada. И он оставался в Индии, в храме, в очень аскетичных условиях, с тем просто, чтобы совершать служение Шриле Прабхупаде. It's due to devotees like him that Prabhupada was able to develop these projects. Devotees like Giriraj and Jayapataka Maharaj. И благодаря таким преданным, как Гирирадж Махарадж, Джайапатака Махарадж, Шрила Прабхупада мог развивать эти проекты в Индии, в Бомбее. Bombay, Mayapur, all these temples. Развивать все эти храмы, Бомбей, Майяпур и другие храмы. Those three temples were the big three: Bombay, Mayapur, and Vrindavan. Эти храмы были самые большие в Бомбее, Майяпуре и Вриндаване. Prabhupada said that Bombay is my office and Vrindavan is my place of residence and Mayapur is my place of worship. Шрила Прабхупада говорил, что Бомбей — это мой офис, Вриндаван — это место жительства, а Майяпур — место поклонения. And just that time also, when I came to Bombay, just before that, Prabhupada made Gopal Krishna Maharaj the GBC. И незадолго до моего приезда тогда в Бомбей Шрила Прабхупада назначил Гопал Кришну Махараджа GBC по Бомбею. Actually, that time he was a household. В то время, на самом деле, он был домохозяином, Гопал Кришна Махарадж. У нас сейчас будет небольшой технический перерыв. Как-то мы можем сказать, Махараджа? Подключается. Все здесь на связи. Still some interruptions are there, but it's more or less okay. Yeah, for some reason I just went out of the Zoom, came back in again.
По какой-то причине я отключился, и вот сейчас снова вернулся. Okay, so yes, you got that. Gopal Krishna Das Adhikari. He was the new GBC. Yeah, and he was a householder at the time that I said. Yes. And, you know, before that, Tamal Krishna Maharaj was the GBC for a few years up till 74. Перед тем Тамал Кришна Махарадж был GBC в том месте до 74 года. For all of India. По всей Индии. But then he wanted to go back to the West, so in 1974 he went back and began the Radha Damodar party along with the Vishnu Jan Swami. Но в 1974 году он захотел вернуться на Запад, и он вернулся в Америку и организовал Радха Дамодар, группу Санкиртана вместе с Вишну Джаном Свами. It's a very successful program. They had very big buses, and in each bus there was like deities and maybe 10 devotees traveling, some sannyasis. I think they had 7, 8 big buses traveling around. Это служение у них развилось очень хорошо, было очень большое и успешное служение, и у них было где-то 7 больших автобусов, в которых они передвигались по всей стране, распространяли книги, и где-то человек 10 саньяси также участвовали в этой группе. And also they had smaller vans that would go out, and the big bus would go to university and do programs, and the smaller buses would go for book distribution. И также в этой группе были также и микроавтобусы, автобусы поменьше, так что когда большие автобусы останавливались и делали программы в университетах, то небольшие микроавтобусы выезжали на распространение книг. And in this way, the BBT was selling really a lot of books in America. И так что благодаря этой программе BBT распространяла очень много книг в Америке. They were buying the books from the BBT. Да, и они покупали книги у BBT и распространяли в больших количествах. So 50% of the profit was being sent to India for temple construction. 50% от продажи книг шло в Индию на строительство храмов. And also Guru Kripa Swami was also sending from Japan. И также Гуру Крипа Свами отправлял много денег из Японии. So like that, they were able to complete Vrindavan temple, and then Prabhupada sent a construction group from Vrindavan to Bombay И так, in 1975 after Ram Navami. Так что они могли закончить строительство храма во Вриндаване, и затем Шрила Прабхупада после открытия храма в 1975 году на Рама Навами во Вриндаване отправил группу строителей в Бомбей. So again, Sorabi Prabhu, he designed the temple in Bombay, and he was also managing the... Так что Сураби Прабху тоже он сделал дизайн храма в Бомбее и также следил за ходом строительства.
Харе Кришна, Харе Кришна. Hare Krishna. So some disconnection, Guru Maharaj. Yeah, something wrong here. Yeah. So again on. Just a minute, just a minute. Mm-hmm. Let me have a look. No, I still got a lot of internet remaining, but I don't know, maybe the connection not so good, but I have 35 gigabyte at fast speed still remaining. Mm-hmm. Anyway, we don't know, is my internet, your internet, what? Чей-то интернет, значит, здесь разъединяется, так или иначе. По какой-то причине. You can hear me though now? Yes, yes, now I'm hearing. Okay. So, yes, in this way, Ravi was managing the construction in Bombay also. Так что Сураби Прабху, он управлял этим строительством храмов в Бомбее также. Now, Prabhupada, during that year, late 74, early 75, he changed the GBC of India several times. Each time the new GBC went back, Karandar, Jagadish, Bhagavan. So there was no stable GBC member. И с конца 74-го и начала 75-го года Шрила Прабхупада часто менял GBC по Индии. Менялись то Джагадиш Прабху, Карандар Прабху, Bhagavan Прабху. Они часто менялись. So finally, Prabhupada called Gopal Krishna. Gopal Krishna was a householder. He was working in maybe Pepsi Cola in America. But Prabhupada called him to India, brought with wife and child to stay there in India. And Prabhupada trained him. И тогда Шрила Прабхупада вызвал из Америки Гопал Кришну Махараджа вместе с женой, с ребенком, чтобы они приехали в Индию, взяли на себя это служение, и Шрила Прабхупада обучил его, как все делать. Тогда он в Америке был служащим в компании Pepsi Cola, но он приехал по указанию Шрилы Прабхупады в Индию. And so Prabhupada put him in charge. He became GBC of all India, and also he was in charge of the BBT. И так он стал GBC по всей Индии и также ответственным и управляющим в BBT. So Prabhupada himself was like the GBC of India. He was taking all the main decisions, and he was there in India most all of the time in those years. И в то время Шрила Прабхупада большей частью проводил в Индии, и больше и все главные решения также принимал тогда Шрила Прабхупада в то время. And gradually he trained the Gopal Krishna. И постепенно он также обучал Гопал Кришну Махараджа. It was not so easy for Grihastha to be GBC in India because there were many sannyasis, and they didn't like so much Grihastha would be authority for them. So sometimes they gave little difficulty to Gopal Krishna, but he was very dedicated, and he just went, and also Prabhupada chastised him a lot. But he was very determined, and he continued his service until today. И, конечно, служение GBC было трудно тогда выполнять Гопал Кришне Махараджу, потому что он был домохозяином, а в то время было много там лидеров саньяси, которым не нравилось, что ими управляет
домохозяин, и поэтому они доставляли определенные трудности ему. Но и также Шрила Прабхупада обучал Гопал-Кришну Махараджу. Но он был очень предан Шриле Прабхупаде, несмотря на все эти трудности, исполнял служение, что и делает до сих пор. So anyway, those were my authorities there, Gopal Krishna Maharaj and Giriraj, now Maharaj also. Так что моими руководителями тогда были как раз Гопал Кришна Махарадж и Гирирадж Махарадж. I remember that time the whole Chaitanya Charitamrita had just been published. Я помню, что в то время вся Чайтанья Чаритамрита была издана. So I was a little unaccustomed to management in India, so I spent few weeks reading the whole Chaitanya Charitamrita. Тогда я еще не привык делать служение, управлять административное служение в Индии. И я тогда быстро прочитал всю Чайтанья Чаритамриту. So then the construction was going very slowly. Строительство храма проходило очень медленно. Because, you know, Surabi, he was hiring the different contractors to do different parts of the work. Потому что Сурабхи Прабху, он также нанял определенные компании в разных местах, чтобы они делали работу. No, but different parts of the work, you know. Somebody did the foundation. Он нанял рабочих, чтобы они выполняли разные части строительства. Кто-то одно, кто-то другое. But it was a very slow process. И этот процесс, поэтому он затягивался, был достаточно медленным. So therefore, Prabhupada, he decided, you know, together with Gopal Krishna Maharaj, Giriraj, Surabi, they decided to hire a big construction company called Larson and Toubro to take charge of everything. Поэтому, посоветовавшись все, Шрила Прабхупада, Гопал Кришна Махарадж, Гирирадж Махарадж, Сураби Прабху, они решили нанять большую У нас разорвано соединение с переводчиками, технический перерыв. That's Krishna Mishra disappeared? Yes. It's just Krishna Mishra? Yes, it's his turn now. Иван Прабху, вы можете отключить пока звук, эфир? So, yeah, Guru Maharaj, what was the name of that big company? Larson and Toubro.
Larsen and Toubro. То есть этой компании они ее наняли, чтобы она сделала все строительство. But we had to pay them $70,000 every month. Ну, конечно, им надо было платить большие деньги, $70,000 в месяц. For those days, that was a lot of money. В то время, конечно, это были огромные деньги. But, you know, by the grace of Radha Damodar party and by the grace of Guru Kripa's Namahata party, a lot of money was coming. Но благодаря группе Радха Дамодар и также Намахата группе Гуру Крипы Махараджа, эти деньги мы могли позволить платить ежемесячно. A lot of it, but not enough, still not enough. Большую часть мы могли платить, и все же денег не хватало. So therefore the Prabhupada asked me to manage a temple so that Giriraj could concentrate on collecting donation from wealthy Indians. Так что Шрила Прабхупад меня попросил управлять храмом с тем, чтобы разгрузить Гирираджа Махараджа, для того, чтобы он собирал пожертвования с богатых индийцев. Because he was a very expert in doing that. Потому что у него это получалось очень хорошо. And Prabhupada also sent him to go overseas to meet some very wealthy Indians in West Indies there, Trinidad, that area. Также он просил его ездить в другие страны, где можно было просить богатых индийцев о пожертвованиях, такие страны, как Вест-Индис, Тринидаде также. And he also got chance to go and visit his parents because he hadn't been back to USA for many years. Также у него был шанс посетить своих родителей в Америке, потому что он там уже много лет не был. So anyway, in that way I was given that service by Srila Prabhupada. Таким образом, вот Шрила Прабхупада мне дал такое служение. So I think the time is over now. Наверное, я думаю, уже время подходит к концу. If there will be another program later in the month, I can continue. Если еще будет возможность, еще будет программа через какое-то время, то мы продолжим. Mm-hmm. So maybe this is a question time now, isn't it? Сейчас время вопросов. Да, добрый вечер. У нас есть вопросы. Благодарим вас за лекцию. И вопрос от Юлии. Какое послание Шрилы Прабхупады для вас, для вашей деятельности и жизни является главным? So we have a question from Julia, who's asking what the main instruction or of Srila Prabhupada you consider for yourself as main. Chant Hare Krishna. То пожелание самым главным от Шрилы Прабхупады, я считаю, его наставление воспевать Харе Кришна. Харе Кришна. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Rama Rama, Hare Hare. Well, apart from that, all the other aspects of devotional service, hearing the Bhagavatam, the scriptures, Chaitanya Charitamrita,
associating with the devotees, worshipping the deities, taking prasadam, and to stay in ISKCON and serve in ISKCON. И также, конечно, такие наставления, кроме этого, касающиеся совершения преданного служения, это изучение, чтение священных писаний, таких как Шримад Бхагаватам, читание Чаритамрита, поклонение божествам, общение с преданными, почитание прасада и, конечно, оставаться в ISKCON и служить этой миссии. And personally, Prabhupada, in the last meeting with him, I can relate in the next, I think I already related before, but Prabhupada asked me to, like the British expanded their empire, he asked me to expand the empire of Krishna consciousness. И также на последней нашей встрече Шрила Прабхупада, как я уже упоминал раньше, и в дальнейшем также мы это расскажем об этом. Шрила Прабхупада мне дал наставление, он сказал, что подобно тому, как англичане расширили свою империю по всему миру, ты также распространи империю Хари Кришна по всему миру. And he said, do it with the courage of an Englishman and the heart of a Bengali mother. Он сказал, делай это с отвагой английского солдата и сердцем бенгальской матери. Харе Кришна. Okay. No. Харе Кришна. Благодарим вас за ответ. У нас есть еще один вопрос. Ольга интересуется, что бы вы посоветовали преданным, чтобы по-настоящему развить отношения с Шрилой Прабхупадой? Olga asking, what would you advise devotees to develop their relationship with Srila Prabhupada, like in the real sense? Well, definitely read his books. The Prabhupada said, I am non-different from my books. Конечно, это читать его книги, потому что Шрила Прабхупада сказал, что я не отличен от своих книг. But, you know, then to also follow the instructions of those books, which is to chant Hare Krishna and to serve Krishna within ISKCON. И также следовать наставлениям этих книг, воспевать святые имена, воспевать Харе Кришна и также совершать служение в ISKCON. Prabhupada also said, I am non-different from ISKCON. Прабхупада также говорил, я не отличен от ISKCON. And of course, there are also many nice resources of Prabhupada. Nice resources, films. Также есть еще много возможностей общаться со Шрилой Прабхупадой, ресурсов для общения с ним. Это фильмы. Last, during this year, I've spent a lot of time watching different videos. There's a series made by Yadobar following Srila Prabhupada. I think Russian, what's Svedra Postopam Srila Prabhupada, something like that. You have in Russian also very nice films of Prabhupada and memories by the devotees.
Я провел много времени, смотря эти видео Ядубары Прабху, следуя по стопам Шрилы Прабхупады, в которой собрано столько удивительных видео о Шриле Прабхупаде и воспоминания его учеников о нем. I think about there are 12 DVDs, but you can see them on YouTube. Где-то, наверное, 12 DVD всего фильмов, ну и всех их можно посмотреть на YouTube. Each DVD 2-3 hours, like that. Каждый фильм, каждый DVD 2-3 часа где-то идет. And then there's also a series of memories of Srila Prabhupada, where different disciples are speaking their memories. And that's also you can see on YouTube. I think there's about 70 DVDs, each of them about 2 hours. И также есть много серий воспоминаний о Шриле Прабхупаде, где-то 70 серий, каждый по несколько часов, где ученики вспоминают о своих отношениях и разной деятельности и лил Шрилы Прабхупады. I think in Russian maybe you have about 25 or 30 of those DVDs already, but you can see them on На YouTube. русском, я думаю, уже у вас есть где-то 25 или 30 серий. Всех их можно посмотреть на YouTube. They're very interesting. I mean, I've listened a whole 70 of them this year, and also I'm still listening to the Yadabar series. But I've seen it before, but I'm listening again. It's very, very interesting. All these video material, very interesting. Весь этот видеоматериал очень интересный, и за этот год я уже просмотрел все 70 серий воспоминаний о Шриле Прабхупаде. И смотрю также постоянно, также следуя по стопам Шрилы Прабхупады. Очень удивительный, очень интересный видео. So all the resources can help us to know Prabhupada and to remember Prabhupada, but most important thing is to serve the mission of Srila Prabhupada and follow the instructions of Srila Prabhupada. И благодаря всем этим видео мы можем углубить свое знание, понимание Шрилы Прабхупады. И, конечно же, наиболее важно это служить миссии Шрилы Прабхупады. Спасибо большое за ответ. Следующий вопрос. Юлия спрашивает. Как вы считаете, какие принципы данные Прабхупады необходимо укрепить прежде всего, чтобы русский искон был устойчивее? And Julia asking, what do you think the most important principles we have to develop for the Russian ISKCON to be more stable? Well, I think most important, individual devotees should follow the process, the bhakti yoga process, as nicely, as attentively as possible, and then should cooperate with other devotees as nicely as possible. Я думаю, что индивидуально каждый должен как можно внимательнее следовать процессу бхакти-йоги и также общаться в таком же духе, очень внимательно и в духе бхакти-йоги общаться между собой с преданными. Cooperate, right? Сотрудничать. Да, сотрудничать всем вместе в духе служения. И
Следующий вопрос. Брихат Бхагаватамрита Дас интересуется. Скажите, пожалуйста, насколько Шрила Прабхупада уделял внимание совместному киртану? So Brihad Bhagavatamrita Prabhu is asking, so what was the Srila Prabhupada's what was his how to say how much he paid attention for the devotees to make mutual congregational kirtan together? Well, he considered it the most important. It's a yuga dharma. Он считал это наиболее важным, как юга-дхарма. So Prabhupada always encouraged the devotees to do kirtan every day in the temples, at home, and also to go on the streets and perform public Harinam Sankirtan. Он всегда вдохновлял преданных делать совместное воспевание в храмах, у себя дома, и также выходить на улицу на совместное воспевание Харинама Санкиртана. It's a central activity, chanting Hare Krishna. Это центральная, основная деятельность воспевания Харе Кришны. Еще один вопрос у нас есть. Как можно прийти к тому, чтобы чувствовать счастье здесь и сейчас, в тех условиях, что имеются? Какие ваши рекомендации и что может сделать вас еще счастливее? What is your recommendations to feel myself, everybody could feel happy and fulfilled at the present time, present moment. What we have to do for this purpose? Are you referring specifically to the restricted conditions due to COVID? No, I think generally. What we have to do for feeling more happy and like in harmony oneself. Again, attentive practice of Bhakti Yoga. Attentive chanting of Hare Krishna mantra. Внимательное следование бхакти-йоги, процессу бхакти-йоги и внимательное воспевание Харе Кришна. And respect other devotees. Look for the good qualities in other devotees. И также уважать других преданных и видеть в них хорошие качества. Make friendship with devotees. Дружить с преданными. Спасибо большое за ответ. На этом наши вопросы сегодня завершены. Хотелось бы дать обратную связь об этом эфире. So thank you very much for the discussion, for today's very wonderful discussion on topic of Srila Prabhupada. Thank you so much. So we... Hare Krishna. Хотелось бы сказать, что поблагодарить вас от всех наших зрителей. Нас смотрят более 100 человек в прямом эфире. И сегодня было очень интересные истории о тех моментах, когда только начиналось движение Шрилы Прабхупады. И удивительно слышать эти истории от вашего лица, как от первого, потому что мы читали о них в книгах, а сейчас они больше проникли в наше сердце. So thank you very much on behalf of more than 100
viewers today, and it's very very nice and very so wonderful feeling to hear those stories from first-hand member and the participant of that Leelas of Srila Prabhupada when everything was started and everything was like first days of his service in West and India also. It's so heart-touching stories from you. Thank you very much. Таким образом, они становятся для нас живыми. И за So the это story мы become хотим... vivid for us. И мы очень благодарны за это. Эти истории про Шрилу Прабхупаду, они просто делают живыми всех преданных. И по стопам матушки Мондакини мы бы хотели задать вам один вопрос в завершении. Она очень научила нас так делать. Скажите, пожалуйста, Шрила Прабхупада, чем покорил ваше сердце? И что бы вы сказали тем, кто еще не успел полюбить Шрилу Прабхупаду? So the stories and that you just told about Srila Prabhupada made him so alive for us. And we would like to ask the last question that normally Moндакини Mataji is asking, that what the most quality that of Srila Prabhupada that how to say that he attracted you most, and what would you suggest and recommend for us to meditate on what quality of Srila Prabhupada? To love him. In order to love him more. In order to love him more. Well, I feel it was his spiritual authority, you know, which was based on and the whole parampara. The teaching of Krishna and the whole parampara coming through Shrila Prabhupada. That spiritual authority and spiritual knowledge, as Prabhupada said, transparent via media, through whom we can connect to the parampara and Krishna, and through whom we are getting the, you know, knowledge and mercy of the spiritual world of the parampara and Krishna. Конечно, больше всего меня привлекло с самого начала качество Шрилы Прабхупады, его духовный авторитет, его духовный вес, что он был не отличен от наставлений гуру парампары и самого Кришны, и что мы называем прозрачной средой между нами и самим Господом. И настолько явно это
видно и ощущалось. Через него мы могли получать всю милость Парампары и самого Кришны. Мы ощущали присутствие духовного мира. То есть его духовный вес, духовный авторитет. Вот это очень явно было видно из его основных качеств. And especially important was his dedication to following the instructions of his spiritual master. And he emphasized that as the way, by which we can connect to Krishna. И, конечно, его полная преданность и посвящение себя следованию и наставлений его гуру Махараджа, и также он говорил, что это и является залогом всего прогресса и успеха, посвящения себя исследования наставлениям гуру. Before I came to the temple first time, I read Bhagavad Gita as it is. And the most important message I got from reading it is that one must find a bona fide spiritual master. Перед тем, как я пришел в движение, я прочитал Бхагавад-гиту, как она есть, и оттуда понял главное наставление, что необходимо принять истинного духовного учителя. So when I came to a temple and I heard Srila Prabhupada speaking, I became convinced that here's a genuine, qualified spiritual master. И когда я пришел в храм и увидел Шрилу Прабхупаду, и как он дает лекцию, то я был полностью убежден, что это и есть истинный духовный учитель, представитель Кришны. Because he had great knowledge, spiritual knowledge, he spoke in a very authoritative way. Потому что он обладал всем духовным знанием и говорил это очень авторитетным образом. And also, I could see that his disciples were very pure and very enthusiastic and very blissful. Я видел, что его ученики также были очень чистые, энтузиастичны и полны духовного блаженства. And that they were convinced of the genuine spiritual authority of Srila Prabhupada. Они были убеждены в истинном духовном авторитете Шрилы Прабхупады. So just to be in their association and to hear from Srila Prabhupada, this was a very powerful experience. Так что быть в их обществе, в обществе Шрилы Прабхупады, это было очень могущественный для меня опыт и чувство. And I felt very comfortable to live with the devotees and to accept Prabhupada as my spiritual master and to follow his instructions. Я чувствовал себя дома, очень комфортно в обществе преданных и принятие Шрилы Прабхупады как моего духовного учителя. Спасибо вам большое. Спасибо. Мы очень рады этой встрече. Мы будем надеяться увидеть вас снова. И от всех наших зрителей, пожалуйста, примите наши поклоны и благодарность. Спасибо. So we're very happy to have your association tonight, and we hope soon we again will meet with you. So please accept all our obeisances from all the viewers today. Hare Krishna. Спасибо большое. Hare Krishna. Спасибо.
Shrila Prabhupada ki jai. Samaveta Bhaktivinoda ki jai. Hare Krishna. Hare Krishna. Jai Shrila Prabhupada Maharaj ki jai.